Всем привет! Это снова Жека. Очень рад всех видеть на канале The Happiness Project. Канал, на котором я каждую неделю делюсь с вами инструментами, которые помогают стать счастливее и раскрывать внутренний потенциал. Этому каналу уже 9 месяцев, и спасибо всем, кто регулярно смотрит мои видео, ставит лайки, комментирует. Я вас очень ценю, правда. Но для того, чтобы реализовать свой потенциал и стать счастливее, одних просмотров недостаточно. Нужны конкретные действия. 21 век – это век знаний, и мы ежедневно потребляем такое большое количество информации, которая начинает терять свою ценность. И многие забывают, что самая главная ценность – это не информация, а то, как мы ее применяем. И сегодня я поделюсь тем, чем отличаются успешные люди, которые получают, чего хотят, от тех, чьи мечты остаются мечтами. И в первой части видео мы поговорим о том, что мешает воплощению желаний. Во второй части я поделюсь навыком номер 1 для воплощения желаний. А в завершении мы обсудим, какой должен быть первый шаг. Каждый человек без исключения заслуживает, чтобы его мечты сбывались, и у него есть достаточно ресурсов для их реализации. Я очень надеюсь, что это видео поможет именно тебе воплотить свою самую заветную мечту в реальность. А знаешь, что является самым большим препятствием на пути реализации наших желаний? Мы сами. И сегодня мы обсудим 3 основных блока, которые мешают нам воплощать наши мечты в реальность и как их преодолеть. Первое препятствие, с которого стоит начать, это отсутствие осознанности. Очень многие люди живут и не знают, чего хотят. Вроде бы есть что поесть, есть где жить и с кем дружить, а чего еще хотеть, когда и так все хорошо? Но на самом деле наш мозг всегда подсказывает, чего мы хотим и о чем мечтаем. Мы просто этого не замечаем или думаем, что это нереально. Для повышения осознанности лично мне помогло упражнение на определение своих самых глубоких внутренних ценностей. Ссылку на видео с этим упражнением я оставлю в углу экрана и в описании под этим видео. Кроме того, регулярные медитации также помогают самопознанию. Самое главное делать их ежедневно, и после 1-2 месяцев ты поймешь, чего ты на самом деле хочешь. Второй, наверное, самый большой блок – это страх. Я очень часто в своих видео говорю про страх, и сегодня я расскажу, как его преодолеть. Но для начала давай обсудим, что такое страх. Страх – это естественная реакция мозга. Он пытается нас защитить от выхода из зоны комфорта и ступить в неизвестность. Но если мы не будем выходить из зоны комфорта, несмотря на страх, то мы никогда не будем расти, и наши мечты будут всегда оставаться мечтами. Для того, чтобы преодолеть страх, нужно подумать о своей мечте и задать себе следующие вопросы. Чего конкретно я боюсь? Выписать свои страхи на листик и напротив каждого написать: если этот страх оправдается, что худшее может произойти в этой ситуации? После этого в третьем столбике ответить на вопрос: что может помочь преодолеть этот страх? Чем больше мы говорим о страхе и понимаем на самом деле, чего мы боимся, тем меньше он имеет на нас влияние. И завершающий на сегодня блок – это оправдание. Оправдание – это тоже автоматическая реакция инстинктивного мозга. Это история, которую мы сами себе придумываем, почему не стоит делать то, что нам нужно делать. И чтобы их преодолеть, есть одно очень позитивное упражнение, которое, я уверен, тебе понравится. На первом шаге, так же как и со страхами, выписать все свои оправдания, которые возникают, когда мы думаем о своей мечте. После того, как ты выпишешь все оправдания на листик бумаги, то прочитай их вслух и представь, что кто-то читает их, как будто они не твои. Когда ты услышишь свои оправдания как будто бы со стороны, ты поймешь, насколько они смешные. И это тебе поможет избавиться от них и начать двигаться по направлению к своей мечте. Я очень много рассказываю о том, насколько важно ставить цели и как это делать. И не один раз говорил про техники визуализации и самомотивации. Но это все будет бессмысленно, если у нас не будет одного очень важного навыка, который помогает воплощать мечты в реальность. Это навык регулярно действовать. Понимаю, звучит поверхностно, но позволь мне погрузиться немного глубже. Возможно, кому-то покажется, что смотреть видео в YouTube – это тоже действие. Гуглить – это тоже действие. Но эти действия не приводят к реализации наших желаний. Существует 5 уровней действий, первый из которых – обучение.
И если ты собираешься сменить работу либо запустить бизнес, то в первую очередь нужно обучиться тому, чем ты собираешься заниматься. Шансы на успех будут намного выше, если предварительно освоить теорию. Но проводить слишком много времени на этом уровне не стоит, потому что мы рискуем остаться пожизненными студентами и дальше первого уровня даже не продвинемся. Второй уровень – это проведение экспериментов и тестов. После того, как мы чему-то обучились, обязательно применить эти знания на практике. В случае с работой это начать проходить собеседования. В случае с бизнесом это тестирование гипотез. Например, если вы посмотрите это видео и ничего не сделаете, то вы успешно пройдете только первый уровень, но до пятого так и не дойдете. Третий уровень – это реализация. Это тот этап, до которого очень мало кто доходит. В случае с работой это устройство на работу. В случае с бизнесом это запуск бизнеса. Четвертый уровень – это преодоление сложностей. Очень важно понимать, что в любой области будут трудности, но только с помощью их мы сможем дойти до пятого уровня, который называется достижение успеха. В случае с работой это повышение, в случае с бизнесом это прибыльность бизнеса. Многие люди, когда мечтают, хотят получить все и сразу. Очень важно понимать, для того, чтобы реализовать свою мечту, для начала нужно обучиться, после этого провести эксперименты и тесты, затем реализовать задуманное, затем преодолеть трудности и только после этого добиться успеха. Ну что, теперь ты знаешь, как действовать и добиться нужного результата. Но для того, чтобы гарантировать успех, нужно с чего-то начинать. И перед тем, как обучаться и реализовывать задуманное, есть предварительный шаг, который, я бы сказал, самый важный в любом начинании. И этот предварительный шаг называется взять на себя полную ответственность за свой успех. Многие люди хотят себе красивое тело, повысить прибыль или найти себе партнера. Но не каждый готов взять на себя полную ответственность за результат. Хотя, как по мне, перед тем, как реализовывать свою мечту, это самый важный шаг. Нужно проявить свои лидерские качества и взять на себя полную ответственность. Поэтому после того, как ты определишься, чего ты хочешь добиться, задай себе следующие вопросы. Первый вопрос: беру ли я полную ответственность за достижение своей цели, несмотря ни на что? После этого задай себе вопрос: по шкале от 1 до 10, какой у меня уровень ответственности за воплощение своей мечты? Если твой ответ ниже 10, то задай себе следующий вопрос: что мне может помочь повысить ответственность до 10? Многие люди не имеют то, чего они на самом деле хотят, просто потому, что в начале пути они не взяли на себя полную ответственность за свой результат. Для этого нужно стать настоящим лидером и перестать винить все и всех вокруг, и просто стать одержимым своей мечтой и начать действовать, несмотря на те трудности, которые возникают на пути к твоей победе. Если ты не сможешь взять на себя полную ответственность, то это значит, что ты недостаточно хочешь то, о чем мечтаешь. И как только ты проявишь максимальную решительность и начнешь действовать, то Вселенная всячески начнет помогать воплощать твои желания в реальность. Я искренне надеюсь, что после просмотра этого видео ты начнешь применять все то, о чем мы сегодня поговорили. На самом деле страхов и оправданий не существует. Это придуманная нами иллюзия, и нам кажется, что они реальные, но это совсем не так. Страхи и оправдания – это результат работы рептильного мозга, который мешает реализовывать наши мечты. Но если мы от них избавимся, повысим свою осознанность, возьмем на себя ответственность за реализацию своих желаний и регулярно начнем действовать, то мы неизбежно достигнем того, о чем так долго мечтаем. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, с вас лайк и подписка. Увидимся в следующем видео. Пока!